Здравствуйте, наши дорогие друзья и коллеги! Вы смотрите интернет-канал Pop Music, у микрофона Александр. Сегодня тема нашего обзора – это детальное знакомство с микшерным пультом Pivi PV10 AT. Приступаем. Итак, перед нами 10-канальный аналоговый пульт, который упакован всем, чем только можно, для оперативной и удобной работы диджеем, малым музыкальным коллективом, свадебно-корпоративным музыкантам и работникам различных очагов культуры. Да, он действительно упакован. Здесь и проигрывание с абсолютно любых источников, включая флешки и хард-диски. Здесь и передача звука через беспроводное соединение. Здесь и возможность записи напрямую в компьютер. И, наконец, здесь то, что крайне редко встретишь в подобных инструментах. Это автотюн от знаменитого Antares с очень детальными настройками. Ну а теперь обо всем по порядку. Первые 4 канала моно, выполнены на комбинированных разъемах, имеют прямые выходы чистого сигнала на устройство записи. У всей моно-четверки есть срез низких частот и регулятор уровня чувствительности. Первый и второй оснащены компрессорами и эффектом автотюн. Далее, трехполосный эквалайзер с фирменной эквализацией Mid-Morph. Давайте услышим, как работают высокие частоты. Вот я их убрал полностью. А сейчас выкручиваю их на предельно максимальный уровень. Услышали. Теперь середина. Снимаем ее до упора. И потихоньку выводим до упора противоположного. Есть. Ну и низкие частоты. Удаляем их совсем. И постепенно приводим их к максимально возможному значению. Все в порядке. Теперь дальше. Кнопки моментального обхода эквалайзера. Очень удобно, особенно при саундчеке. Накрутили, нажали, отжали и услышали. Это то, что мы хотели, или надо покрутить еще. Чуть ниже регулятор уровня внешней обработки, внутреннего блока эффектов, управление панорамой, как обычный. Давайте налево покрутим. Теперь в противоположную сторону. Вернем в центр. Кнопка отключения канала. Индикаторы перегруза и наличия сигнала, управление громкостью канала и посыл сигнала на наушники, также со светодиодным индикатором. 5 и 6 каналы. Стерео. Коммутационные возможности здесь просто радуют. Мини-джек, пожалуйста. 2 стандартных джека, без проблем. Тюльпаны, добро пожаловать. Надо согласиться, что это очень удобно. Уж какой-то из 3 проводов у нас найдется точно. Частотная обработка и чувствительность на канале присутствует, что очень радует. Ведь согласитесь, часто хочется подкорректировать звучание выкачанного из интернета MP3 материала, который мы используем везде и всюду. Далее все то же самое, что и на моноканалах, за исключением процессора эффектов. Он здесь не нужен. Каналы 7-8. Не нашли ни одного провода из упомянутых чуть раньше? Не огорчайтесь. Втыкаем флешку в USB разъем. Переключаем селектор в нужную сторону, и целый плеер с дисплеем у нас в распоряжении. Выбираем трек, фиксируем и запускаем. Пауза. Проматываем вперед. Стартуем. Как видим, все работает замечательно. Ну а если и флешка потерялась, то и это не безвыходное положение. Достаем телефон, их мы теряем реже, чем флешки. Включаем Bluetooth на пульте. Переключаем селектор выбора источника. Коннектимся со смартфоном. Готово. Выбираем трек. И стартуем.
Ну, как видим и слышим, все работает, все в порядке. Наконец, 9-й, 10-й канал. Он много проще предыдущих, ну и служит этот стереоканал для других целей, например, для подключения клавишных инструментов. Поэтому имеет только один регулятор громкости. Идем дальше. AUX с правом выбора возможного подключения. Гнездо для педали, которым можно управлять эффектами. Она, кстати, приобретается отдельно, и в комплекте с пультом ее нет. И, наконец, основной выход. И опять видим, что производитель позаботился и предлагает нам два варианта подключения, за что ему большое музыкальное спасибо. Теперь смотрим, какими прелестями еще обладает PV10AT. Фантомное питание есть. Выходы на контрольную акустику двух видов, например, мониторов разного поля с вариантами переключения. Вывод общего сигнала на запись. Управление громкостью мониторов, уровнем записи, в том числе и при USB подключении. Переходим к следующему блоку, с которым частично мы уже знакомы. Это не только медиа плейбэк, но и блок эффектов с автотюном. Для начала давайте послушаем некоторые эффекты, которые здесь находятся. Первые 5 эффектов это Plate Reverb. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Заметьте, что каждый эффект можно по времени делать больше или меньше. Здорово. Начиная с 6-го эффекта, это вокальные и инструментальные реверы. Раз, два, три, четыре, пять. 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 С 16 по 23 эффект это все дилей. Раз, два, три. Дилей слэп. Раз, два, три, четыре. Несколько гитарных дилеев. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Начиная с 24-го, 3 эффекта Enhance. Вокальный. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и, наконец, с 27 по 31 это хорусы. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну а теперь главная фишка пульта. Нажимаем кнопочки Автотюн и смотрим на его возможности. Здесь можно определить, как вы хотите использовать данный эффект. То есть выбрать тональность и выбрать амплитуду коррекции и скорость. Давайте это попробуем услышать. Автотюн, автотюн. Автотюн, автотюн. Ну, в общем-то, работает это уже интересно. На этом, кстати, прелести не заканчиваются. Сюда на мастершину воткнули запатентованный улучшайзер высоких и низких частот Cosmos C. Это прям бальзам на душу нашим дорогим диджеям, а впрочем и не только им. Ну и последнее об органах управления. Ручки громкости общего AUX, возврата эффекта на мастершину и AUX, посыл на наушники, стоп-эффект, переключатель стереомоно, выключение микрофонов, индикатор общего сигнала, общая громкость и громкость наушников, которые подключаются с переднего торца. Тоже, кстати, удобно, никакие провода не стелятся по рабочей поверхности пульта. Ну и на секундочку заглянем на обратную сторону. Блок питания, кнопка включения и USB-порт для подключения к компьютеру. Да, и вот еще. Здесь же указан суперсекретный пин-код 7878. Ни в коем случае не сообщайте его никому.
при помощи которого обеспечивается коннект при Bluetooth соединении. На этом все, дорогие друзья. Никого не агитирую и ни к чему не принуждаю. Но если быть объективным, пульт вполне хороший. Функциональность у него на высоте, стоимость соотносительно с качеством и вполне в разумных рамках. Всем удачи и творческих успехов. Пишите нам и до новой встречи. Осталось выбрать трек и... стоп. Осталось... Че ты обманываешь, Саш? Вообще никак. Ну а теперь обо всем по порядку. Автотюн!